Всем привет! Вот хочу на примере показать, ответить на вопрос. Некоторые спрашивают, где можно применять обработку такую с края изделия. Вот, например, сейчас я вяжу моей собачке, кофточку, и я уже таким способом обработала низ кофточки. Еще будет продолжение здесь, и сейчас я тоже горловину обрабатываю. Это тоже один из способов, который я показывала, но немножечко он другой перестановки игл. Здесь я на 4 иглы вяжу 8 рядов. 4, 5, 6, 7, 8. И так, переворачиваю. И беру следующие. Тут, скажем так, не сильно будет важно, возьмете ли вы следующие 4 или захватите еще одну. То есть тут нужен, наоборот, быть, чтобы был такой брыль большой. Так, вот 4 набросила и опять вяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Зацепилась. Ну вот. Вот такой вот окантовочный край получается этим способом. Достаточно мило. Он придает, допустим, как моя собака, она немножечко собачка такая объемная, и какие-то кофты ей гладью, наверное, не совсем подойдут. Ей надо что-то такое максимально объемное, чтобы и смотрелась она лучше. Ну, вот такую вот я придумала обвязку. Но это еще не все.